Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Зуба, и сегодня у нас будет интересное видео, потому что оно начнется с того, что мы поговорим про патч баланса, который выпустили разработчики, хоть он и небольшой, но в нем есть интересные моменты, достаточно интересные. Итак, начнем с ребаланса. Было ребалансировано 3 персонажа. Да, обо всем по порядку, ребятки, поэтому дождитесь, как говорится. Так, первый персонаж это Тоник. Тоника ухудшили. Ухудшили его сильно, не знаю зачем, он как бы не был никогда имбой. Он был, наоборот, самым худшим персонажем, по моему мнению, в игре. И на текущее мнение он до сих пор самый худший. И вот его еще ухудшили. Что же мы сделали? Ему уменьшили хп. Было 1500, стало 1400. На первом уровне, как вы знаете, у нас в игре идет скаляция по хпшке, то есть 10 уровень 5000 хп. 10 уровень, да? Ну, блин, у меня 10 уровней так-то нет. Не с чем сравнивать. Ну, если не с чем, значит не будем. Вот такие вот параметры тоника, и я скажу, что это вообще капец. Это просто нечто. Дальше идем. Дальность копья уменьшена с 9 до 7. Ну вот так вот, да, дальность уменьшили. Ну, как бы тут с бустами, я так понимаю, прокачан, но стандартная дальность копья теперь 7. И это печально на самом деле. Ой, зачем они это делают? Тоник и так, отстающий персонаж, они вот это делают. Дальше. Скорость копья. Точнее, даже не так. Тут написано как бы добавление скорости от копья. Ну, в общем, с 28 до 18 как бы скорость копья уменьшили. Круто! Просто нечто. Просто нечто. Взяли тоника и порезали. То есть теперь у него нет подвижности. Теперь он... Вот знаете, когда я на нем играл Вчера, кстати, играл же на нем, да? Я тогда не знал про эти все изменения. И как-то чувствую, что что-то другое. Что-то он как-то по-другому играется. Как-то не так. Ну вот. Поэтому вчера были такие странные бои. Ну, как вы понимаете, тоника... Самого бесполезного персонажа в игре урезали еще больше. Гениально, гениально. Игроки по этому поводу, кстати, я видел, знаете, как ответили? Типа, 100 проголосовавших, 95 против, 5 за. Это по поводу изменений тоника. Типа, плохие изменения никому не понравились, но вот они есть. Дальше идем. Дальше у нас бустанули крабиков. Да, неожиданно, я, кстати, недавно на крабике играл. Это было видео до обновы, поэтому можете сейчас это сравнить, как бы посмотреть это видео, посмотреть текущего краба. Что ему сделали? Ему добавили еще больше скорости. В воде он начал перемещаться на 0,5 больше, то есть было 4,3, теперь он перемещается 4,8, видите, 102 параметра скорости, да? И пассивка. Пассивка начала давать еще больше скорости. Раньше она давала 2,5, теперь дает 2,8. Вот такие вот параметры, это реально очень много. Если подумать, это просто буст скорости у краба процентов на 20-15, около того. Это, ну, представьте себе, то есть багнули скорость и побежали. Это какая огромная скорость у него теперь будет. А если сандали святого добавить? Что это будет вообще? Это же зверь будет по скорости. Мне просто нет слов, разрабы, конечно, интересные изменения сделали. Не знаю, поможет, не поможет, наоборот, возможно, будет мешать такая большая скорость. Посмотрим, как говорится, мне как бы и раньше скорость краба устраивала. Ну и последнее изменение, как вы уже, наверное, заметили, потому что у нас сегодня был, да, это тигрица Джейд. Ее бустят ее просто нереально. Ее сделали, она же была имбой, да, как вы знаете, и ее еще больше сделали имбой. Как бы... 4-я шестерочка не залетела, но не в этом суть. Что же изменили Джейд? ХП. Было 1100, стало 1300. Ну, по скаляции, все дела там. То есть вы понимаете, по ХП это почти как Тони. На 100 ХП только у них разница. У Тоника на 100 ХП больше. Почти как Тони. А Тони у нас ближний персонаж ближнего боя, как бы. Ну, как и Джейд, конечно, но у него нет такого урона, как у Джейд. Но это еще не все, ребятки. Это не только ХП. Перезарядку пассивки уменьшают с 3,5 секунд до 3 секунд. То есть, вот пассивочка. То есть, теперь вы будете бить чаще. В разы чаще. И что это может вам дать? Возможно, теперь с первобытным инстинктом можно будет использовать пассивку 2 раза в бою. Точнее, нет, 2 раза за активный навык. Возможно, да, потому что активный навык достаточно долго у нас длится, плюс 2 секунды дается от одной пассивки, и возможно, получится теперь использовать второй раз пассивку и еще 2 секунды накидывать. Мы это сегодня будем тестировать, пробовать, и я надеюсь, у нас это получится. Дальше. Завезли мне, как вы видите, обновление с энергией, да. Подъехала энергия, но самих событий нету. Возможно, там это все появится. Возможно, ко второму видео я попробую там перезагружать игру, что-нибудь еще замутить. Возможно, что-нибудь замутится. Если не замутится, то, ну, думаю, к вечеру уже должны там подзавести уже более-менее адекватный контент. И события будут, и завтра мы их посмотрим. Но, как видите, 5 энергии мне далось.
Пока что я их потратить не могу, как вы понимаете. Также у меня все персонажи, как вы уже заметили, обновились по награде. Да, все персонажи обновились по награде. Буду ли забирать? Конечно, буду забирать. Монетки заберем, сундуки оставим. Для чего сундуки оставляю? Чтобы потом использовать их для опять какой-нибудь акции на двойные монеты или какой-нибудь акции на открытие сундуков. В принципе, почему бы нет, да? Да. Также момент один. Вот вчера я заходил и забыл вам сказать то, что здесь у меня было написано 30 дней событий. Понимаете, да? Вот вчера было написано 30 дней событий. Хотя у нас сейчас суббота. Суббота, вчера была пятница, как-то это странно. Но вот так вот сделали разработчики. Все. По новостям это пока что все. Есть там, конечно, куча новостей еще в плане того, что разрабы всякие конкурсы, челленджи, всякое вот это вот создали. И там сейчас это все есть в Фейсбуке, можно победить там в челленджах. Там 12 дней вроде бы челленджи будут идти, победители будут получать по 50 тысяч монет. Ну, в общем, ребятки, все есть в Фейсбуке, заходим, участвуем. И как бы, или в Дискорде там тоже много информации есть. В общем, все ссылочки есть в описании. Кому интересно, вперед, как говорится, к победкам. А мы сегодня отправимся в стартовые бои. Сборочка стандартная, конечно, хочется. Блин, ребятки, мы сейчас сделаем это. Мы заменим укол адреналина на зуб вампир. Да, мы это сделаем. Теперь Джейд будет неубиваемой. Почему я это делаю? Ну, блин, 1300 хп. 1300 хп. Мне кажется, это того стоит. Мне кажется. Ну, мы сейчас как раз это затестим. Ох, пассивочка, которая перезаряжается быстрее, да. Ну, я копье не взял. Вот же я нубас. Вот же я нубас. Ой, ребят, как я себя сейчас сам себя говорю. Вы не представляете. Вы видали? Миллисекунды не хватило копье взять. Да. Ух, куда я спешу? Куда я спешу? Хочу понагибать. Чувствуете этот кайф? Чувствуете, да? Это мне сейчас показалось, или у копья был радиус перед собой? А, показалось, да? Ну ладно. Кстати, я специально сейчас похилюсь, для того, чтобы забрать. Мне только что показалось, или копья какое-то быстро очень было. Обойдешься, Джейд. А дробовик ты мне принесла? Ты почему мне дробовик не принесла, Джейд? Вот как мне сейчас стрелять с дробовика, если мне его нет? Ох, незадача, ох, незадача. Ну ладно, дробовичок нашли, золотое копье нашли. Ну, знаете, как-то сейчас очень мало высоких уровней. Или просто мне так повезло, я на них не попал. Ну, в общем, я очень кайфую сейчас за то, что двойные награды как бы восстановили. Ну, то есть награды, я не знаю, у всех так или не у всех. Если у вас так, ребятки, смотрите, лутайте. Потому что мало ли что разрабы там откатят, правильно? Хотя они, по идее, могут откатить не только монетки, ну вот награды, да, но и могут откатить и с счета монетки. Ну, в общем, я не знаю, как у них там в системе, как это все возможно сделать, невозможно. Как говорится, никто вам не запрещает этого делать. Правильно? Правильно, поэтому делайте. Возможно, в будущем у нас абузов не будет, возможно, стоит все-таки это сделать. Итак, посидим пока здесь, зона хоть идет. Блин, ну пойдемте в музей. Музей все красиво, да, там такие огоньки классные. Все так красиво нарисовали разработчики в этот раз. Поэтому пойдемте там посидим. О, яйцо. Яйцо. А вдруг это намек на следующего персонажа? В скобочках нет, конечно. Блин. Никс, а у тебя какой дробовик? Я не увидел. Ну ладно. Эх. Ну, короче, ждем. Ждем. Я надеюсь, все-таки завезут персонажика. Блин. Не знаю, правда, какого. Возможно, все-таки будет не енот. Ну, хочется хотя бы какого-нибудь персонажа. Очень хочется, но... Блин, шансы очень маленькие. Тут они сейчас пока запилят обновку. Не факт, что вообще запилят. И новый персонаж, ну, возможно, скорее всего, не выйдет. Потому что прошлый выходил достаточно недавно. Ну, я про змею, конечно, имею в виду. Все-таки 2 недели или 3 прошло. О, красота. Хилимся. Это что? А, это я нажал, наверное, случайно. Я сейчас, походу, откинусь, кстати, ребят. Хотя зубы вампира меня сейвят достаточно сильно. Блин, мне... А как я... Я, походу, случайно аптечку нажал. Вот же на вас. То есть урон в аптечку прошел? Я бы так правильно... Ой, точнее, урон пошел в бочку, я правильно понял, ребят? Или я за миллисекунду до того, как он в меня влетел, вышел из бочки? Кто-то понял? Я нет. А жалко не получилось потестить, конечно, двойную пассивку. Ну блин, ну что это за бред? Ну вы видели, а? Ну вот,
как на это вообще реагировать? Акул с кофе. Ну, понимаю, да. Обойдешься. О, еще один. Смотрите, лишь бы залутаться. Я, правда, без гранат был. Да вы задолбали, ну отстаньте, ну. Ля-ля-ля, просто с 3 сторон окружили. Да вы за... Ну вы посмотрите на этот хейт, а? Ну посмотрите на этих говнюков. Ух, сгорел. Ну ничего, сейчас восстановимся. Блин, ну как-то обидно. Как-то обидно, что вот ты дерешься, и тут бац, и вот это вот все. Очень обидно. Ты неадекватный, да тебя агрится постоянно все. То есть никто не играет адекватно, они просто вот фигней строят. Хотя, посмотрите на этот урон бешеный. Это была просто пассивка и граната. И минус 10 орел. Ну вот как он меня застанул, я же был за... Ой, как же не бомбит. Ну, кстати, вроде успеваю второй раз пассивку кастануть. Вроде бы успевает мне продлить. Вроде. Сейчас потестим это еще. Похилимся. Нам-то что, да? Нам нужна хилочка. И пойдем убивать. О, смотрите, какая толпа. Ля, налетели. Ух. Любители поналетать. Не, ну урон, конечно, уже бешеный. Этого не отнять. Зубы вампира, ну... Все-таки они, мне кажется, лучше сейчас работают. В плане того, что они полезнее. Намного в отношении того, что было раньше. Ну просто хамелёшка я все равно словлю. А вот с Никсом могут быть проблемы. Интересно. Видали, возле капкана прошла и не зацепила, офигеть. Чтоб я так проходил, возле капкана не цеплял. Так, ну гранатку заберем. Надо серебро все-таки поднимать. И тут еще одна аптечка у меня вроде была, даже несколько. Надо бы их поуничтожать вот таким вот образом прекрасно. Блин, 4 аптечки. Ну это все не уничтожить так просто. Ладно. Останемся сейчас здесь, будем караулить Джейд. Она тоже 13 уровня. Не знаю, какая у нее сборка, но я должен ее шотнуть, по идее. Если она меня не шотнет. Но сейчас вроде Джейд не так сложно, точнее, не так легко шотнуть. Поэтому, в принципе, я должен себе показать, ну, получше. Я как раз поэтому и взял зубы вампира, потому что, ну, Джейд сейчас не шотнут. И она может себя показать, как надо. Опять же, непонятно сейчас, как это будет, посмотрим. Ну, блин, вот эти бои, прошлый бой где захейтили, да, ну еще ладно, это прошлый бой пофиг, в принципе, там нужно было самому контролить. А вот первый бой самый, где меня акул шотнул в бочку, это, конечно, был бред. Ну, то есть просто чел прилетел, не нанес мне никакого урона в персонажа и убил. Это нечто, это нечто. У меня был план, он у меня влетает, я отхиливаюсь от него и шотаю его. Вот такой у меня был план. Но получилось как-то странно. Ну, это зубы, да. Тайминги, все дела, как обычно. Такс, ну теперь надо побеждать. В этот раз хотя бы. Правда, там еще где-то бегает 13-й Джейд. Давайте, идите отсюда. Это моя точка. Так. Ставим капканчик. Садимся в бочку и залутаем вот это вот все. Ну, в общем, как-то так. Нет, давайте сделаем вот как. Я сяду вот здесь вот. Или не здесь. Или здесь. Сложно. Давайте вот здесь вот сядем. Вот так вот. Вот так вот. Ну, вроде нормально. Ладно, не будем здесь сидеть. Остаться после противника, это, блин, должна быть Джей 13 уровня. Кроме нее просто никто не мог остаться. Ну, по логике, да? Я просто не представляю, как ее могли бы убить. Этот Джей 13 уровня. Нажала кнопки, все умерли. Ну, как я вот сейчас сделал, да? Нажал кнопки, все умерли просто. Ничего особо не делал такого. Эпического или невероятного. Ну вот, получается так. Так, ну что ж. Джейд вылезет. О, бежит. Ну... Я был в приоритете. У меня был эффект неожиданности, и он сработал. Как говорится, тройные гранатки, бомба молотова, копьецо, пассивочка и дробовичок сделали свое дело. Золотой сундучок мне выпадает, я очень счастлив. На этой прекрасной ноте, ребятки, мы и закончим. Надеюсь, видео вам понравилось, ставьте лайк, если это так. Надеюсь, в будущем видео получится уже здесь монеты, точнее жетоны. Если нет, то тогда уже завтра. Завтра будем это все тестировать, смотреть и, надеюсь, кайфовать. Надеюсь. Как говорится, когда узнаем, тогда и узнаем. Это все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.